Всем привет! Меня зовут Наташа Кенза. Сегодня хочу вам показать, как связать вот такие очаровательные плюшевые тапочки чуни. Вяжутся они из плюшевой толстой пряжи. Вяжутся очень-очень быстро. Практически, меньше часа за пару вяжу я такие тапочки. Берите крючок, давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа. У меня вот такая пряжка имеется, она такая бархатистая, не очень толстая, как мне хотелось бы, поэтому я буду вязать в 2 сложения, чтобы связать прямо быстро. Вот здесь вы можете видеть метраж на 50 грамм, 53 метра. Ну, даже цену можете видеть, да? Вот столько она стоит здесь. Я знаю, что в России точно есть такая пряжа, но не такая же, но примерно похожая, разных производителей. Думаю, что найти можно. Я бы взяла еще потолще, просто здесь не нашла. Буду вязать в 2 ниточки. У меня серая и вот такая, даже не знаю, как назвать, светло-коралловая, например. Крючок выбрала 7 миллиметров для такой толщины. Ножницы, все, нога, сантиметр. Больше нам ничего и не нужно. Сам тапочек вяжется одним полотном и потом просто вот тут сшивается по пяточке. Начинаем с вязания воздушных петель. Как всегда, набираем 14 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вяжем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Отсчитываем от крючка 3-ю петлю. 1, 2, 3. В 3-ю петельку я вяжу столбик без накида. В следующую петельку я вяжу 2 столбика без накида в 1 петлю. 1 и 2. И дальше я в каждую петельку цепочки провязываю по 1 столбику без накида в каждую петлю. И вязать я так буду до предпоследней петли. Довязали до предпоследней петли. В нее провязываем 2 столбика без накида в 1 петельку. 1, 2. И в последнюю петлю вяжем 1 столбик без накида. Провязали ряд. Вяжем 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем работу. Вяжем 1 столбик с 1 накидом. И в следующую петельку провязываем 2 столбика с 1 накидом в 1 петлю. 1 и 2. Дальше вяжем по 1 столбику без накида весь ряд. По 1 столбику с накидом весь ряд до предпоследней петельки. Довязали до предпоследней петельки, сделали туда 2 столбика с 1 накидом. И в последнюю петлю столбик с 1 накидом, последнюю петельку. 2 воздушных петли подъема. Разворачиваем работу. Накид. Ищем вот здесь 2 столбика предыдущего ряда, самые первые. Вводим крючок между столбиками, а не в петлю. Вытягиваем нить, вяжем 2 столбика с 1 накидом между первыми столбиками. Накид. И дальше между столбиками вводим крючок и вяжем столбики с 1 накидом в 1 петельку по 1 столбику. Так мы будем вязать до предпоследнего вот этого отверстия между столбиками. Довязали. Провязываем сюда 2 столбика с 1 накидом в 1 петельку, в 1 отверстие.
И в последнее отверстие между двумя столбиками мы провязываем один столбик с одним накидом. Две воздушные петли подъема и полностью повторяем предыдущий ряд. То есть провязываем в первое отверстие между столбиками один столбик с накидом, в следующее 2 столбика. Можно провязать, в принципе, 2 столбика и в первое вот это отверстие, да, сразу же 2 столбика. Это особого значения не имеет. Я обычно так делаю прибавки по краям на пушистой пряже, для того, чтобы мне не путаться вот в этих петельках. Их видно плохо. Я вот маленько пропускаю с краю и потом делаю прибавочки. Вы можете прямо сразу с краю делать, если вы обычной пряжей вяжете гладкой. Я делаю так. Дальше вяжем по одному столбику с одним накидом до предпоследнего вот этого отверстия. И сюда вяжем 2 столбика с одним накидом и в конце 1 столбик с накидом. Связали ряды с прибавками и теперь вяжем следующим образом. 2 воздушные петли подъема, разворачиваем работу и уже не делая прибавок, просто вяжем между столбиками. Вот первые, видите, 2 столбика, между ними я ввожу крючок и вяжу столбики с одним накидом без прибавок до конца ряда. Довязали вот до последнего отверстия между столбиками, провязали сюда столбик с одним накидом, 2 воздушные петли подъема, разворачиваем работу и точно так же вот в первое отверстие сразу вяжем столбики по одному в каждое отверстие. Таким образом нам нужно связать в общей сложности без прибавок 4 ряда. Вот один мы связали, это сейчас второй пошел. В общем, еще 3 ряда без прибавок, туда обратными рядами. Связали нужное количество рядов, такая деталь у нас получилась. Теперь нам нужно разделить наше полотно на 2 части. 20 петель у нас здесь, да? Делим на 2 части, получается по 10 петелек. Можно по 10 петелек вязать туда обратными рядами. То есть у нас пойдет вот так 2 части еще, да, отдельно связанные. Вот, но я, например, сделаю промежуток здесь 2 петельки в серединке, ну, на свободу облегания, скажем так. Это значит, что мне нужно связать по 9 петель с обоих сторон. Набираем 2 воздушные петли подъема. Разворачиваю работу и вяжу, как вязала, точно так же. Столбики, только теперь мне нужно всего 9 столбиков связать. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. То есть у меня здесь в серединке останется 2 отверстия, вот так 2 петельки. Делаю 2 воздушные петли подъема, разворачиваю работу и то же самое вяжу в обратном порядке. Второй, третий и так далее до конца ряда. Туда обратными рядами. В общей сложности я буду вязать 6 рядов. Вы смотрите на свою длину стопы, да, сколько вам нужно связать в длину до конца ноги, скажем так, да, до пяточки. Сколько вам нужно рядов? Может быть, вам нужно 6 рядов, может быть, побольше немножечко. Примеряйте. Связали 6 рядочков. Теперь то же самое нам нужно связать и здесь, с этой стороны. Для этого буду изнутри вязать, чтобы у нас не нарушились ряды. Пропускаю 2 отверстия, да, и в третье креплю ниточку и начинаю столбики с одним накидом вязать в каждую петельку. В общем, все то же самое, что мы делали здесь. Туда обратными рядами 6 рядов. Все, связали обе стороны. Вот такая деталь у нас получилась. Теперь нам нужно взять иголочку широким ушком, вставить туда нашу пряжку и зашить деталь, да, то есть так ее сложить
чтобы получился у нас тапочек. Думаю, не надо объяснять, как, да? Носик я вот так сшивала, вот так. Ну и, соответственно, потом по пятке и сзади здесь. Вот так шов идет. И здесь вот так, чтобы он был округлый такой. Ну все, тапочек готов мой. И теперь нам нужно связать вот эту верхнюю часть. Для этого, ниточки еще не убрала я там. Для этого мы просто крепимся в любом месте, где нам нравится. Ну вот, например, вот здесь. Через петельку. Чисто интуитивно, потому что это все равно все закроется. И набираем 2 воздушные петли коралловой пряжи. У меня, у вас не знаю какой. Накид в следующую петельку. Вводим крючок примерно в следующую петельку. И провязываем столбик с одним накидом. Здесь, где впереди, здесь мы прямо через край вяжем, как и вязали до этого сам тапок. Так, так. В общем, таким образом мы вяжем по кругу столбиками с одним накидом. Связали ряд по кругу. Теперь ищем вот эти первые 2 столбика, через них заводим крючок, вытягиваем нить и протягиваем сразу через петельку. 2 воздушные петли подъема, накид. Первый столбик обхватываем крючком сзади и вяжем выпуклый столбик с одним накидом. Один раз закрыли, второй раз закрыли. Накид. Следующий столбик предыдущего ряда ищем, обхватываем его крючком спереди и протягиваем пряжу, вяжем вогнутый столбик. Один раз и второй. Снова накид, обхватываем следующий столбик крючком сзади и провязываем выпуклый столбик с одним накидом. Накид, следующий столбик обхватываем крючком спереди и провязываем вогнутый столбик. Таким образом мы будем чередовать выпуклые вогнутые столбики до конца ряда. Довязали до конца ряда. Между первыми столбиками в начале ряда вводим крючок, вытягиваем нить и сразу соединительной петлей закрываем ряд. 2 воздушные петли подъема, накид. Там, где у нас выпуклый столбик, там мы вяжем выпуклый столбик по рисунку. Там, где вогнутый, там вяжем вогнутый. Поменяла крючок чуть на побольше, потому что неудобно мне маленьким. Хочется такие пышные вязать столбики. Там, где выпуклый, снова вяжем выпуклый. Где вогнутый, вяжем вогнутый. Все, так мы вяжем по кругу. В общей сложности нам нужно связать 4 ряда. Вот 2 мы уже связали, нужно еще 2. Все, довязали до конца. Выворачиваем вот эту верхушечку, голяшку, да. И можно не выворачивать. Тапочки наши готовы. Хвостики убираем и примеряем. Если вам понравилось вязать со мной, пожалуйста, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик под этим видео для того, чтобы получать оповещения о всех новых мастер-классах на моем канале. Всех люблю, пока-пока.